Всем привет, друзья! Вы снова на канале Лезгина в Аргентине. И в этот раз мы не в Аргентине, а в соседней Бразилии, невероятном городе Рио-де-Жанейро. Городе, где природа буквально врывается в повседневность, где Атлантический океан, тропические леса и горы. Невероятная красота вокруг. И в этом видео мы покажем Рио таким, каким мы его увидим в течение недели. Поэтому, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И поехали смотреть солнечный Рио-де-Жанейро. Куда летишь? Куда? К Баде? А до того, как к Баде, куда летишь? На авионе. Какую страну прилетим? Ака, не говоришь, да, куда? Не говорит, куда мы летим. Говорит, к Баде. Баде это бабушка. Все спустил, да, горел? Ну сейчас мы откроем и ключи передадим еще. В Буэнос-Айресе сегодня холодно, поэтому полетим сейчас там, где тепло. Ой, даже орешки пристегнули, дверку пристегнули, да, Ира? Как вам ободок Иры? Итак, наш первый день в Рио. Мы заселились в самом центре города, в районе Центру, рядом со станцией метро Кариока. Это отличная точка старта. Здесь сосредоточены многие достопримечательности и исторические места. А утро началось с правильного хода, с плотного завтрака. Мы зашли в старинное кафе, которое работает с 1942 года. Атмосфера теплая, еда разнообразная и вкусная. Конечно, не Тартоня в Буэнос-Айресе по внутреннему убранству, но тоже производит весьма приятное впечатление. Старое заведение такое с 1902 года. Сейчас посмотрим. Первый наш завтрак в Рио. Надо посмотреть, что взять. Вот в этом уже кафе есть второй отдел, скажем так. Здесь можно еду на развес брать. Вот мы перешли сюда, что прям так полноценно вкусно поесть. Все, набрали. Сейчас будем пробовать. Конечно, первый раз глаза разбегаются, не знаем, что брать. Мы взяли, чтобы было сытно и разнообразно. Поэтому такое разнообразие у нас на тарелках. Приятного нам аппетита. Да, яйцо сейчас мама передаст. Кстати, мы тут заметили интересную особенность. В нескольких местах в своем шутке это бывает, но везде салфетки вот в таких индивидуальных упаковках. Да. Гигиенично, эстетично. Это с маракуйей, что ли? Наверное. Там еще фасоль, по-моему, да? Фасоль, еще крабовые палочки. Крабовые палочки. Конечно, полный микс. Да, интересно.
Так, попробуем, кстати, кофе с Это какие-то молоком. орешки или что это? Это этот арахис. А, точно. Lá de cima, chegando na Caiola, tem o Peçanha, São José, vai ser uma conferência. Это португальская королевская библиотека. Очень красивое здание. Сейчас заходим внутрь. Ох ты, да. Просто невероятно красиво. Как про Гарри Поттера есть там какие-то моменты? Очень похожи, да? В самом центре Рио, среди шума и суеты, спрятано одно из самых красивых и малоизвестных зданий города – Королевская португальская библиотека. Снаружи скромный фасад, а внутри будто портал в Европу XIX века. 3 яруса, темное дерево, витражи и более 350 тысяч книг со всего португалоязычного мира. Некоторые из них настоящие сокровища, первые издания XVI века, королевские указы и редкие манускрипты. Эту библиотеку построили иммигранты из Португалии, чтобы сохранить свою культуру. И сегодня это больше, чем просто читальня. Это храм знания и тишины посреди шумного мегаполиса. Папа, что показываешь? Книжки проверяют. Вон, смотри, там дядя книжки ухаживает за ними. Они очень древние. Смотри, как красиво. Да, очень красиво. Да, Ира? Да, красиво? Это мы сейчас идем к собору Святого Себастьяна. Сейчас внутрь тоже зайдем и покажем. Честно говоря, Ира нам не дает вообще ничего снимать, ходить. Сейчас купили попкорн и посадили, чтобы хоть как-то спокойно пойти. Как будто бы она, мы сейчас приехали, она немного прям сильно капризничает. И не кушает ничего. Вот, поэтому, возможно, если вы увидите нас немного грустными, мы просто немного устали. Вот, сейчас купили. И попкорн вкусный? Да. Хоть А, как-то молодец. отвлекли Да. ее. Вот, ну давайте пойдем. Да, в общем, это такой кафедральный собор Святого Себастьяна. Это такой духовный покровитель города считается. Вот. Очень необычно, похоже чем-то на пирамиды индейцев, майя, что-то в этом роде, да? Да, 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 Внутри да. тоже должно быть очень красиво. Там такие витражи. Да, вот смотрите, это построено в 76 году.
В 76-м? 1976 году. Ага. В принципе, такое современное здание получается. Да. Очень красиво тоже. И, кстати, вмещает тут 20 тысяч человек. В принципе, можно 20 тысяч, ого. 20 тысяч человек, да. Это немало. Давайте посмотрим, очень интересно. Наверное, внутри как-то атмосферно получается, да? Да. Сейчас пойдем проверим. Да, давайте я тогда камеру не выключу, прям сразу, чтобы... Национальная библиотека нас тоже очень так впечатлила внутри, да? Да, я Очень туда зашла, прям вообще так так невероятно. дух захватывает. А здесь я чувствую тоже очень красиво. Нужно снять Головные головные уборы. уборы. Да. О, вау. Давайте я... так вот. Внизу сверху. Красиво, да? Интересно, атмосферно, да? Как будто какой-то аура. Вот к центру подходим, уже как-то тебя захватывает какой-то... Да, такая музыка играет еще. Вот наверху такой крест. Интересно, конечно, это нужно именно вот прочувствовать на месте. Камера, конечно, не передает. Это главный католический собор Рио-де-Жанейро, собор Святого Себастьяна, покровителя города. Построен он в 1970-х годах и выглядит совсем не как привычные нам соборы. Здесь нет ни шпилей, ни резьбы. Вместо этого огромный бетонный конус высотой почти 100 метров и диаметром 96 метров у основания. Внутри 4 гигантских витража высотой в 64 метра, которые символизируют 4 Евангелия. Когда на них падает свет, все пространство заливается разноцветным сиянием, будто находишься внутри космического храма. Интересный факт. Форма собора вдохновлена древними пирамидальными храмами майя. Так архитектор хотел объединить христианство с латиноамериканской идентичностью. Собор вмещает до 20 тысяч человек и считается одним из самых больших в Южной Америке, а снаружи он выглядит так, что туристы часто спрашивают: это театр, это концерт-холл или завод? Если хотите почувствовать, как в Бразилии переплетается вера, бетон и футуризм, обязательно загляните сюда. Даже если вы не верите, просто постойте внутри. Пространство говорит само за себя. Из собора Святого Себастьяна мы вышли, сейчас идем к арке. Акведук Лапа называется. Вот смотрите, какая собака. И тут люди сидят вот как закусочная, как чебуреки жарятся там во фритюре и едят. Вот. Покажем, да, как бы реальные улицы, реальную жизнь тоже. Вот. Ну, телефон держим, пока в руках. Пока Вот. никто не Да, аккуратно держим. Везде эти кокосы. Кстати, что надо обратить внимание, здесь везде можно оплатить картой. Вот, ну я не знаю, вот здесь вот есть или нету. Но вот мы даже да, есть, наверное. Мы даже, вот есть. да, Эквайринг. Даже, как его, Меркадо Пага. попкорн, там, не знаю, только попкорн продавал там еще. Да, у тоже картой оплатили. Мы просто платим нашей картой. И там автоматический курс, в принципе, очень даже хороший. Да, рыночный курс. Да, мы в Аргентине оформляли себе карту. Вот.
Поэтому пишите, спрашивайте в комментариях, какая карта. Да, мы скинем вам реферальную ссылку. Да. По ней можно будет получить бонус 5 Да. долларов. И еще, кстати, с каждой покупки я его просто добавила в Apple Pay, в кошелек себе. И прямо вот прикладываю телефон и оплачиваю. И это приравнивается к оплате как с физической карты. И с каждой покупки 5% кэшбэка еще возвращается. Вот, как-то так. По пути рассказали вам еще такие. Такой. Вот отсюда, кстати, вот собор Святого Себастьяна видно. С другой стороны. Вот, видишь? Да, сзади. Так, нам прямо, да, по-моему? Вот, да, вот. Я засниму этот трамвайчик желтый. Вот уже приближаемся к этой арке. Да, конечно, в центре очень много таких бездомных видно. Да, контраст такой. Я, пожалуй, выберу телефон. Прекрасно. Так, ну мы подошли вот к акведуку, тоже одна из достопримечательностей города. Использовался в свое время для транспортировки воды в город. Постройка 18 века. Сейчас это такая историческая достопримечательность. И по ней ходит такой красивый, аутентичный трамвайчик, на котором тоже можно прокатнуться. Кстати, хотела добавить, что какое-то время трамвайчик по нему уже не шел, приостановили, потому что один трамвай упал, не помню в каком году, но потом уже восстановили и сейчас еще функционирует. Когда мы сюда подходили, как раз трамвай по нему шел. Да, Сейчас подождем, может тоже увидим, это желтые такие трамвайчики интересные. Вот как раз на заднем фоне собор Святого Себастьяна, где мы уже были. Она кажется, что как будто прям вот-вот рядом, но на самом деле мы в обход шли. Ну, так нужно было. Да, и да. минут 15, мы Да. больше 10 минут шли. Это Аркос да Лапа. Когда-то это был акведук, по которому в город шла вода. Построен он в середине 1700-х годов, еще в колониальные времена, когда Рио был столицей Португальской Америки. Высота 17 метров, 42 арки, и все это без цемента на известковой смеси, как в старой Европе. Мало кто знает, но до постройки акведука город страдал от жажды. Прямо в центре были колодцы с тухлой водой, а бедняки покупали воду в ведрах у уличных носильщиков. Акведук спас город от эпидемии. Но после появления современных водопроводов акведук хотели снести. Спасло его железо. В 1896 году по аркам пустили трамвай. И теперь это единственное место в Рио, где трамвай идет по акведуку 1700-х годов. А еще это символ района Лапа. Днем исторический памятник, ночью центр уличной вечеринки. И если вы хотите увидеть, как в Рио сплетается история, хаос и веселье, приходите сюда. А вот и тот самый трамвайчик. Так, и Ерка заснула, и мы идем к лестнице Селарона. И везде всякие сувениры, футболки продаются. Улочка такая узкая. Еще, в принципе, проезжая. Аккуратно с коляской.
А, все отсюда уже видно. Лестница Соларона. Кстати, просто какие-то такие бижутерия продают. Вот у всех есть вайринги. Можно просто картой оплачивать. Так, вот она, да, по-моему? Да, уже все. Лестница Соларона. Да, вот написано Эскадария Соларон. О, аргентинцы. Свои. Да, в общем, это уже такая международная, одна из самых главных достопримечательностей города. Лестница Соларона, вот она вся покрыта такими красивыми плитками. Здесь в свое время жил чилийский художник Хорхе Соларон, который переехал сюда где-то в 90-х годах, он тут жил. И начал постепенно в этих местах вот делать такую облицовку лестницы. Постепенно это всем очень понравилось и превратилось в такой международный флешмоб. Ему начали плитки привозить, отправлять из разных стран, и в итоге все это вылилось в такую красоту. Он продолжал это делать буквально до своей смерти, до 2013 года. И сейчас мы видим в итоге вот такую вот красоту. Так что можно показать нашим. И, кстати, он был найден мертвым именно здесь, на лестнице Соларона. Заработал как настоящий художник, как настоящая творческая личность. Стоим в очередь, чтобы сфоткаться, вон там вот где парень сидит. Это, скажем так, самое начало лестницы. Пока стою в очередь, Тарел решил туда забраться. Сейчас сфоткаю тебя. Those are the really slow ones. Все началось с одной ступеньки, и постепенно это превратилось в навязчивую идею. Он посвятил лестнице более 20 лет жизни. Сегодня в лестнице использовано более 2000 плиток и более чем из 60 стран мира. Люди со всего мира присылали ему плитки. Но была одна деталь, которую многие не замечают. Он начал вставлять в мозаики свой автопортрет с беременной женщиной. Она появлялась снова и снова, и когда журналисты спрашивали, кто это, он отвечал: «Это моя личная боль, не спрашивайте». Говорят, он потерял жену и ребенка до приезда в Бразилию. Всем казахстанцам салам из Рио-де-Жанейро. В 2005 году лестница стала визитной карточкой Рио-де-Жанейро, и Соларон стал почетным гражданином Рио-де-Жанейро. В 2013 году Хорхе Соларон был найден мертвым. Его тело лежало на ступенях своей лестницы в возрасте 65 лет. Основная версия смерти – самоубийство. Сегодня лестница Соларона – это символ Рио. Цвет, боль, искусство, свобода. Все в одном месте.
Saludos a todos argentinos de Brasil. Vamos, Argentina. Сейчас мы пойдем к знаменитому пляжу Копакабана. Ера веселится, увидела обезьянку. Ну вот мы наконец на знаменитом пляже Копакабана. Погода сегодня, конечно, не летная, но что поделать. Постараемся вернуться сюда, когда будет солнышко. Вот это знаменитая набережная с такой плиткой оригинальной. Говорят, как в Португалии. Hola, mi amor, мама идет. Куда идешь, Ера? Море? Ты любишь море? Молодец. А что ты кушаешь? Хахе? А как на русском будет? Не помнишь? Хахе это с лезгинского орешки. Папа фена? Папа где-то пошел. Сейчас мы догоним папу, не переживай. Ера идет на море, молодец, моя умница. Папа espera, говорит на испанском. Espera, подожди. Копакабана – самый знаменитый пляж Бразилии и, возможно, всей Южной Америки. Один из немногих в мире пляжей с океаном, который начинается буквально в черте мегаполиса. Это Атлантика, настоящие волны, не залив. И в то же время ты в плотной городской застройке. Вышел из отеля, и вот он песок. Уникальный изгиб пляжа – почти идеальный полумесяц длиной 4 километра. Его песок на самом деле регулярно подсыпается, потому что океан его постоянно размывает. Последняя масштабная подсыпка была в 1994 году. Песок везли с морского дна. Тротуар с черно-белой волной – символ Копакабаны. Спроектировал его в 1930-х годах бразильский архитектор Роберто Бурле Маркс, вдохновленный португальской плиткой. Весь рисунок состоит из мелких базальтовых и известковых камней черно-белого цвета, выложенных вручную. Название Копакабана не португальского происхождения, оно пришло из Боливии. В 16 веке сюда привезли копию боливийской статуи Девы Марии из деревни Копакабана у озера Титикака. И ее имя прижилось сначала как название часовни, а потом и района. Вот отсюда тоже можно увидеть статую Иисуса Христа. Мы туда обязательно пойдем. В 50-х, 60-х годах 20 века Копакабана считалась элитным районом. Здесь жили актеры, политики, писатели.
Но с 80-х годов начался постепенный спад. Сейчас район старается отреставрировать, но контраст между гламуром и реальностью здесь до сих пор заметен. Да, это песок такой, смотрите, какой белый. Отпечатки рук, да? А это красивое здание, самый дорогой отель на побережье, Копакабана Палас. Вообще этот пляж стал популярен, в том числе благодаря этому отелю. Он считался очень элитным. Сюда съезжалась вся элита со всего мира, скажем так. И благодаря этому этот пляж тоже приобрел славу. Ну, номера там очень дорогие. На пляже Копакабана стоит настоящий символ гламура старого Рио – отель Копакабана Палас. Это не просто здание, это часть истории города. Построен он был в 1923 году по заказу президента Эпитасио Песоа, который хотел, чтобы Рио выглядел как Ривьера или Канны. Архитектор француз Жозеф Герре, и стиль здания классический неоклассицизм с элементами арт-деко. За свою столетнюю историю здесь останавливались Мерлин Монро, Чарли Чаплин, принцесса Диана, Майкл Джексон и многие-многие другие знаменитости. По слухам, цена тут от 800 до $2000 за ночь. Копакабана – это одновременно пляж, улица, стадион и сцена. Тут играет футбол, проводят масштабные концерты, карнавалы и самую большую новогоднюю вечеринку в Латинской Америке. Такой концентрации жизни на песке больше нет нигде. Вот идем мы по набережной. Сейчас хотим пойти до торгового центра. Рио Сул торговый центр называется. Вроде большой очень. Тоже посмотрим, что там есть. И может быть какие-то развлечения для ребенка тоже будут. И посмотрим. Шопинг, может, небольшой сделаем. Мы все еще идем к торговому центру. Как раз совместили прогулку и необходимость. Ну, как необходимость, просто тоже хотели сходить в торговый центр. Вот, кажется, нам нужно будет пройти через туннель. И здесь вот так вот красиво. Прям. Вау! Да, здесь прям какие-то джунгли. Все, кажется, дошли. Торговый центр огромный. Мы просто не с главного входа заходим, а с самого ближайшего к нам. Вы говорите, Рио опасно, телефоны крадут.
Вот фудкорте, просто телефонная зарядка. Аваинос – это самый культовый бренд шлепанцев в Рио, в Бразилии в целом. Вот, купили себе тоже такие вот тапочки. Не стандартные шлепанцы, а вот как тапочки, скажем так, за 65 реалов. Это примерно 1000 рублей, наверное. Что написано? Написано. Фрукты? Да. Ты забыла, как называются эти фрукты? Каки. Каки, правильно. Лера, что кушаешь? Макароны? Макароны? Да. Вкусно? Мясо тоже кушай, пойдем. Пусть остынет. Что? Это наши авто. Наш авто? Да. Нет, это просто такси. Мы едем пока. Вот Сахарная гора и вот океан. Сегодня наш день в Рио начинается с одного из самых живописных мест города, с небольшой уютной бухты у подножия Сахарной головы. Это пляж Вермелья, что в переводе с португальского означает «красный пляж». Кстати, прямо у пляжа находится военное училище, а рядом старая крепость, построенная в 17 веке. Благодаря военным объектам и низкой туристической загруженности, Вермелья считается одним из самых безопасных пляжей Рио. Он небольшой, с почти розоватым песком, спокойной водой и видом на отвесную скалу, которая возвышается над всей этой идиллией. Цвет песка не шутка. Его называют красным, потому что в песке есть частицы розового кварца и железистых пород, которые при определенном освещении дают действительно красноватый оттенок, особенно на закате или после дождя. Это не туристический шумный Рио, это место, куда приходят местные позагорать, поплавать, выпить кокосовую воду и смотреть, как фуникулер медленно ползет в небо. От себя добавим, что этот пляж нам понравился больше всего.
Пляж Вермелья находится в районе Урка, одном из самых тихих и живописных в Рио. После пляжа мы немного прогулялись по этой спокойной набережной и зашли в одну из местных кафешек, чтобы перекусить и набраться сил. А уже оттуда отправились на подъем к самой вершине Сахарной головы. Так, в общем, пришли в такую местную кафешку. Вера любительница риса и, видимо, проголодалась. Все, мы покушаем. Приятного аппетита. Вот такой напиток. Мате. Сахарная голова, пау де асукар на португальском. Это одна из самых красивейших обзорных точек Рио. Все великолепие города у вас перед глазами. Это символ, поэтому побывать здесь надо обязательно. Идем покупать билеты. На лифте поднялись. Стоим в очереди на покупку билетов. Заранее мы не покупали. Один билет стоит 195 реалов на одного взрослого человека. Дети до 3 лет вроде бесплатно должны быть. Говорят, чтобы по-настоящему понять Рио, надо подняться на Сахарную голову именно на закате. В это время солнце начинает опускаться за горы, город постепенно окрашивается в золото, вода становится зеркальной, а тени гор ложатся на залив, как будто нарисованные вручную. Так как мы с коляской, нас пропустили первыми, и сейчас первыми мы зайдем, потом уже остальные. Коляска, конечно, неудобно, но зато пропускают. Да, везде без очереди. Ну, почти везде без очереди. И, конечно же, основная цель сегодняшнего дня была попасть на вершину Сахарной головы и именно к закату. Но, как это часто бывает в Рио, все решает тайминг и немного удачи. Поехали, полетели. Поднимаемся. Вау, отсюда сейчас мы еще больше поднимемся. Будут классные виды. Да, тут подъем в 2 этапа происходит. Вначале на гору Урка и потом уже непосредственно на Сахарную гору. Именно здесь в 1565 году у подножия Сахарной головы было основано поселение португальцев, ставшее впоследствии городом Рио-де-Жанейро. Сама гора получила свое имя в колониальные времена и напоминает собой форму, в которых тогда отливали сахар. Первое официальное засвидетельственное восхождение на вершину совершила английская детская медсестра Генриетта Карстейрс в 1817 году. А первый фуникулер отправился вверх в 1912 году, и это был второй подобный подъемник в мире на тот момент. Виды просто бешеные. Да. И мы еще выбрали самое лучшее время, мы старались, чтобы на закате было. Да, это считается самое такое лучшее время, когда вот закат за горы садится и все в золотых лучах. Так, сейчас первая остановка, вот мы уже вышли. В настоящее время подъем включает в себя 3 остановки в пути: Прая Вермелья, Красный пляж, гора Урка и конечный пункт вершина Сахарная гора. На пляже Вермелья мы уже побывали, и нам осталось попасть на гору Урка и, наконец, на саму Сахарную голову. Ого! Супер! Еще нам повезло, что Ера как раз вовремя уснула. И мы можем спокойно прогуляться. Да, вот даже с этой горы вид просто невероятный.
Приближаемся ко второму фуникулеру. Вот уже Сахарная гора. И вот один из фуникулеров поднимается вверх. Ну как, Джульетта, нравится вам тут? Да, очень. Да, место, конечно, невероятное. Невероятно. Вот, Такие пейзажи. да, можно было здесь, конечно, подольше остаться вот на этой зоне. Да. Но мы спешим, чтобы не упустить самый золотой момент на самой вершине. Да, вот видите, уже закат. Вот он, закат уже есть. Вот на таких лифтах. Да, надо держать до конца. Мы тут передвигаемся на так там лежать. А, вот сотрудник хочет зайти. Obrigada. Мы зашли одни. То есть он просто нас довезет сейчас до основного этого или посмотрим? Да, потому что опускается он вроде бы. Здесь нас не спускать не стоит. Здесь приоритет не получился. Так, ну что, мы зашли на второй фуникулер. Сейчас Сахарная гора. Вау! Это просто нереально красиво. А, вот видите этот пляж внизу? Лагуна такая. Вот мы там сегодня были. Невероятно красивые места, конечно, просто. Природа потрясающая. Я встала зафоткаться. Да, сейчас будем фоткаться. О, уже солнце садится, кажется. Не успеваю. Мы опять на этом агрегате подумали. И вот мы на вершине Сахарной головы. Почти 400 метров над городом, и перед нами весь Рио, как на ладони. За спиной Атлантический океан, а прямо перед нами город, утопающий в свете заходящего солнца. Каждая тень, каждый отраженный луч делает этот момент каким-то нереальным. Все кажется одновременно огромным и очень близким. Рио будто замирает на несколько минут, чтобы просто показать себя таким, какой он есть. Вот и мы просто стоим и смотрим, не веря своим глазам, что мы действительно здесь и все это видим своими глазами. Все, прямо снимаем, как
уже солнце садится. Лера, мы в таком красивом месте, смотри. Вау! На горе Сахарная голова. Да, смотри, отсюда весь Рио виден, как на ладони. Con la canción de... Встретив закат на Сахарной голове, мы успели поймать Рио и в огнях ночного города. Насладившись сполна этими захватывающими видами, начали спуск на фуникулере. Но приключения на этом не закончились. На горе Урка нас ждал сюрприз. Диджеи, музыка, танцы. Как вы помните, днем тут уже вовсю играли сеты, и атмосфера была настоящего праздника. Ну как тут не остаться? Пришлось остаться. Шутка. С малышкой такие тусовки не прокатят. Так что отправились отдыхать домой. Завтра нас ждут новые удивительные места Рио. Ждем такси. Сейчас собираемся поехать к Христу. Вот в этих апартаментах, это огромное здание, мы остановились. Рум-тур не успели сделать. Да. Уже все в чемоданах. Да. Вся комната. Сейчас мы вышли из метро, сейчас надо на эту вот станция Косме Велхо написано. Вот оттуда на таких поездах маленьких подниматься на гору. Сейчас найдем вход, здесь сразу куча. А, да, вот оттуда, наверное. Много гидов стоят, предлагают свои услуги. Вот таких вот терминалов мы купили без очереди. Сейчас надо понять, куда идти дальше. Так, видимо, сейчас нужно сюда и по очереди будут пропускать туда. Очередь вроде шустро двигается. В целом мы пришли, сразу купили билет. И вот уже движемся, чуть-чуть осталось. Мы приехали к 10 часам, да? Да, к 10 часам пришли, на 10:40 билет взяли. Вот, ну, возможно, зайдем раньше времени. Мы не стали брать опять заранее билет, потому что с ребенком сборы бывают сложные. Не Вот. поймешь, когда Да, выйти там нужно сможешь. к определенному времени, ну, к какому ты купил билет, приходить, поэтому не стали рисковать. Вот, мы рассчитывали до 10 прийти, ну, получилось 10:04, билет купили 10:40. Вот билеты. Билет стоит 128 реалов на взрослого. В общем, 256 реалов за двоих.
Путь к статуе Христа Искупителя начинается в районе Косме-Велхо с исторического Трен-де-Корковадо, первой в Бразилии электрической железной дороги, открытой в 1884 году императором Дом Педро II. Именно этим поездом доставляли части будущей статуи в течение 4 лет. Сейчас путь занимает около 20 минут. Длина маршрута 3,8 километра с уклоном до 30 градусов. Настоящий инженерный подвиг 19 века. Мы едем сквозь национальный парк Тижука, крупнейший городской лес в мире. Вокруг джунгли, тропические деревья, пальмы. И все это в черте города. Магия Рио. Мира какая! Вау! Мира! Нам надо, наверное, так, к лифту. Чтобы подняться еще выше. С лифтом или эскалатором добраться до смотровой площадки можно даже с ребенком или коляской, так что маршрут вполне семейный. Берите с собой воду, ну если забыли, то наверху есть место, где можно бесплатно набрать воду. Вот если что, можно водички себе набрать, если кто-то забыл воду. А вот там вдалеке стадион Маракана. Сейчас мы увеличим. Ну что, друзья, вот и мы пришли к Иисусу. И вот магический момент. Перед нами возникла она, статуя Христа Искупителя. Высотой 30 метров, установлена на пьедестале высотой 8 метров. С размахом рук 28 метров. Вес примерно 635 тонн. Ее строили между 1922 и 1931 годами. Инженер проекта бразилец Хейтер да Силва Коста, а скульптор француз Поль Ландовский. В 2007 году Христос в Рио официально вошел в список новых 7 чудес света. Это не просто религиозный символ, а национальная гордость и важнейшая достопримечательность Бразилии. А панорама отсюда просто космос. Залив Гуанабара, Сахарная голова, мост Рио-Нитерой, пляжи Копакабана и Ипанема, стадион Маракана, горы и тропический лес под ногами. Эти виды невозможно описать словами. Это надо хотя бы раз в жизни увидеть своими глазами. Para que com vós sempre vos todas
в облаках Иисус. Ниже полудня всегда так бывает, говорят. Мона? Как делать, да? Обезьян. На высоте 710 метров. Да, гора, на которой находится статуя Иисуса Христа, называется Корковада. Высота 710 метров. Вот, что еще интересно, это одно из 7 чудес света, новых 7 чудес света. Высота статуи 38 метров. Да, высота статуи 38 метров. Если плохо слышно, я повторяю информацию. 28 метров. А, что 28? Все, я Ширина поняла. рук. Ширина рук 28 метров. Людей сейчас даже, кажется, не сезон много. Сегодня 1 июня, да? 1 июня, да, 1 Да. июня. День защиты детей. День защиты детей. Вот, Вера, мы тебя. Ира, сегодня твой праздник, День защиты Да. детей. Вера, тебе нравится? Да? А больше всего что тебе нравится? Больше что понравилось? Наверное, Моню, да? Монюсь? Моно это обезьянка. Вот. Вера любит очень обезьянок. Ну и как, наверное, дети все любят животных. Ну, в парк мы еще пойдем со всякими животными, птицами. Идем? Это, наверное, больше всего интереснее ребенку. Ну, си? Ну? Так Ну ладно, говорится пусть пока сейчас. будет ну. Да, очень жарко. Лена нашла себе подругу. Хочет говорит туда. Керо Ака. Смотрите, какой вид красиво открывается. В лицах его голова. Мы вчера были там. Оттуда смотрели сюда. А сегодня отсюда смотрим туда. Возвращаемся обратно. Там при входе. При входе нас фоткали, при выходе отдали. Вот такую фотку еще купили. 30 реалов одна. Это мы еха дома положим в рамку. И будет напоминать нам о нашем путешествии. Да, да, мама. Мама, это папа, это Лена. Да, точно. Мами. Мгм. И поезд. Теперь идем обедать. Тут рядом, как раз после Иисуса спустились. Здесь рядом есть кафешка. Ну, в 350 метрах. Мы пришли в такое кафе. Хорошее место. Сидим вообще в шикарном месте. Вот. Тут речка у нас внизу. Ну или как там?
Классные виды, природа. И будем надеяться, что вкусная еда будет. Да. Так, вот такую еду нам принесли. Это у нас рыба, рис, салат, картошка фри. Это маниоковая мука, салат такой типа сальсы. Это фасоль, типа фасолевый, как будто суп выглядит. Вот, а здесь у нас говядина, рис, салат, картошка. И это такой напиток гуараби. Гуаравита. Гуаравита. Смотрите, какие птицы летают. Ну что, мы на легендарном пляже Ипанема. Мы хотели застать закат. Да, но погода поменялась. Зато смотрите, какая стая птеродактилей летит там. Смотрите. Вау. Вау. Ну, сделай X2. После подъема к статуе Христа Искупителя мы поехали на пляж Ипанема, той самой прибрежной линии, что стала легендой благодаря песне «Девушка из Ипанемы». Хотели застать здесь красивый закат, но погода была пасмурной. Но это только добавило особой атмосферы. Ипанема здесь выглядит элегантной и немного задумчивой. Пляж Ипанема протянулся примерно на 2,6 километра, уступая по длине его легендарной соседке Копакабане, которая растянулась на 4 километра. Но выигрывает по изысканности и стилю. Вообще эти пляжи находятся рядом, их разделяет небольшой скалистый полуостров. Здесь меньше суеты, более спокойные волны, особенно у мыса Арпуадор, где океан не настолько бушует, как в Копакабане. Неторопливые прогулки, разговоры у воды и виды на горы Доис-Ирмайос делают Ипанему таким особенным местом. К тому же район Ипанема один из самых безопасных и состоятельных в Рио, где расположены лучшие рестораны, модные кафе и бутики. Даже в пасмурный день здесь ощущается душа города. Что значит футбол для Бразилии, говорить бессмысленно, поэтому мы приехали к стадиону Маракана, символу футбола и одной из самых знаковых арен мира. Он был открыт в 1950 году специально к чемпионату мира и сразу стал легендой. Финал этого чемпионата между Бразилией и Уругваем собрал рекордные 199 850 зрителей. В истории таких цифр больше не было. Его официальное название – стадион Марио Филью. Назван он так в честь бразильского журналиста, благодаря которому проект воплотился в жизнь. Но все называют его по названию маленькой речушки, протекающей неподалеку. Первоначально Маракана вмещала около 200 тысяч, но после реконструкции к чемпионату мира 2014 и Олимпиаде 2016 года вместимость снизили до нынешних 78 тысяч мест. Мы случайно сюда попали. Ну как случайно? Немножко перестроили свой маршрут. Сегодня не планировали сюда прийти. И, соответственно, билеты тоже не покупали. Там можно, в принципе, посетить его. Вот, а на сегодня уже недоступны билеты. Но завтра уже возвращаться сюда у нас уже нет возможности. Поэтому посмотрим просто вот так вот.
А так можно внутрь зайти, на футбольное поле посмотреть, в раздевалках погулять. Вот. Стоит, по-моему, примерно $20 с человека. Онлайн надо покупать билеты, на текущую дату, к сожалению, нет. Ну что, Еша, ты побывала возле легендарного стадиона Маракана, где Бразилия становилась чемпионом мира. Играл король футбола Пеле, Гаринча и другие суперкрутые футболисты. Лера у нас отрицала, что бы мы ни говорили, но. Да, у нее сегодня но такое, футбол, у нее сегодня настроение но на все. Единственная возможность посадить ее в коляску — это дать что-нибудь. Пожелать. Да, пожевать. Вот дали орешки. Лера, как тебе бразильский орех? Вкусно? Вот у тебя в руке бразильский орех. Какой твой любимый? Кэшью? Вот этот? Грецкий? Да, он самый полезный считается, правильно. Это мне? Нет, не дается. И, кстати, именно здесь, в финале чемпионата мира 2014 года, играл наш земляк, нынешняя живая легенда футбола Лионель Месси. Тогда сборной Аргентине не удалось завоевать заветный кубок. Германия вырвала победу в дополнительное время со счетом 1-0. Арена легендарна не только футболом, здесь играл сам Пеле и многие другие легенды футбола. Выступали звезды Фрэнк Синатра, Пол Маккартни, Роллинг Стоунс, а папа римский Иоанн Павел II проводил здесь мессы. Тут вроде игровых площадок всяких мало, но очень часто встречаются такие мини-турных зоны. Они прям бывают прилеплены к остановкам или вот так отдельно стоят. Если что, по пути можно вот так немножечко повисеть на турничке, прокачаться на брусе и пойти дальше. Вау! Молодец, папа, да, Лера? Сейчас Маракана — это дом для Фламенко и Флуминесы, футбольных клубов Рио-де-Жанейро, а также место крупных матчей сборной Бразилии. Это место, где спорт и культура слились в единый символ страны. И прямо рядом со стадионом находятся фавеллы. Вот такое интересное соседство, и это тоже одна из особенностей Рио. Ну да, я помню. Вот они, легендарные фавеллы. Вблизи очень даже мило. Train plataforma. Transfer for Supervia train. Leave here on the back. Exit on the right. Obrigada. После Мараканы мы вернулись в район Центру, сердце старого Рио, где исторические и современные здания сосуществуют в одном ритме. Такой интересный беседу сейчас купили. Тут вроде только один человек стоял, мы сейчас купили, и здесь вообще, кажется, очередь выстоялась. Нам дали еще попробовать, понравилось. Вот. Еще попробуем. И почти сразу же вышли на набережную Праса Кинсе. Где стоит великолепное здание речного вокзала Эстасао дас Баркас.
построенная между 1904 и 1912 годами, и до сих пор отправляющая паромы к Нитерою и островам. Прямо рядом на Праça Quinze возвышается барочная церковь Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, построенная еще в 1770 году. И ее тяжелая темная фасадная каменная отделка выделяется на фоне других зданий. И напоминает, что Сентру был духовным центром Рио на протяжении столетий. А чуть дальше нас ждала уютная улочка с колониальными домами, витиеватыми балконами и ресторанами. Это пешеходная часть, где дома 19 века стали декорацией для современной гастрономии. Именно там, в одном из таких кафе, мы остановились, чтобы немножко перекусить. Рио – это не только про пляжи и горы, но и про этот исторический центр. На следующий день мы оказались в одном из самых спокойных и зеленых уголков Рио – Jardim Botânico, ботаническом саду. Ну что, заходим в ботанический сад. Так, вот здесь вот купили билеты. Ребенку бесплатный билет. А нам, как гражданам Аргентины, в общем, жителям стран Меркосур, куда входит и Аргентина, скидка 25%, и билет стоит 55 реалов, а так 73 реала другим странам. Возможно, не обязательно гражданство, достаточно будет резидентство. По идее, здесь вот такое количество разных птичек можно увидеть. Естественно, туканы. А, кстати, вот этих вот мы видели, да? Они летают тут. Да, Высоко, вот как птеродактили. Да, на птеродактили похоже. Да, а вот это каракара, Ерка. Помнишь? Мы их в Аргентине, в Буэнос-Айресе видели. Да. Каракара. Вот она. Опа. Have your tickets, ma'am? Thank Uh-huh. you. Obrigada. De nada. Okay? Have a nice day. Его основал еще в 1808 году португальский принц Жуан VI, когда перевел королевский двор в Бразилию, спасаясь от Наполеона. Первоначально сад создавался как место для акклиматизации специй, привезенных из Индии, например, корицы и мускатного ореха.
Сегодня его территория занимает более 137 гектаров, где собрано свыше 6500 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу и находятся под охраной. Здесь есть уникальные оранжереи с орхидеями, а также пальмовая аллея, коридор из более чем 200 королевских пальм, посаженных еще в 19 веке. Именно эта аллея стала визитной карточкой сада. На территории сада обитают туканы, обезьяны, ленивцы и множество ярких тропических птиц, так что прогулка превращается в настоящий контакт с живой природой. Недаром сад включен в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Для шумного Рио это место похоже на оазис тишины. Здесь словно попадаешь в другой мир, полный тропической свежести и гармонии. Ерка заметила тукана. Молодец, Ерка. Мы наконец нашли детскую игровую площадку. Для этого нам пришлось проехать очень далеко. Ботанический сад. И здесь внутри мы не ожидали, но увидели игровую площадку. Осторожно сейчас. За яблоком. За яблоком вернулась обезьянка. Вот этот еще копается. Тут, конечно, они устроили бардак. Ага. Красиво, но если Ера себе сидит, не может дождаться. Давай чуть-чуть попробуй, хорошо? Я маленькую. Маленький кушаешь? Хорошо, маленький. Кушай. Ешь на здоровье. Такой, как металл, да? Да. Такой гладкое-гладкое. Ух, аж блестит. Высокое. Какой-то муравейник. Вышли мы из парка ботанического сада. Сейчас идем в парк Лаже.
Тут идти пешком где-то минут 15-20, но нам уже поменьше осталось идти. Вот такая тут улица. Немножко покажем вам такие классические районы, да, скажем так. Здесь достаточно все обустроено хорошо. Так, все красиво достаточно. Ну, центр не такой обустроенный, честно сказать. Особенно по вечерам. Все выглядит очень так, не сказать, что очень дружелюбно. А здесь жизнь такая очень активная. Видно, что люди вокруг. Вот, кстати, отсюда тоже видно статуи Христа. Вот эта гора Корковада, 710 метров высота ее. Идем дальше. Все, дошли мы до парка Лаже. Здесь вход бесплатный. После прогулки по ботаническому саду мы отправились буквально в соседний уголок Рио, в парк Лаже. Он оказался для нас настоящим открытием и в чем-то даже понравился больше, чем знаменитый Хардин Ботаника. В самом центре парка стоит дворец в стиле эклектики, построенный в 1920-х годах промышленником Энрике Лаже для своей жены, оперной певицы Габриэлы Безансон. Это здание больше похоже на замок, окружено тропическим садом и в прошлом служило частной резиденцией. Сегодня здесь располагается школа изобразительных искусств. Внутри есть знаменитый внутренний двор с бассейном и аркадами, где часто устраивают выставки и культурные события. К сожалению, когда мы приехали, вход в здание был закрыт, но даже снаружи дворец выглядит впечатляюще. Сам парк занимает около 52 гектаров и поражает своей атмосферой. Здесь меньше строгости, чем в ботаническом саду, зато больше уюта и загадочности. В тени высоких деревьев можно встретить искусственные гроты, маленькие пруды, романтические мостики и даже пещеру, по которой можно прогуляться. Все это создает ощущение прогулки по какому-то сказочному саду. Смотрите, какие джунгли. Здесь, кстати, такие более дикие места. Такая настоящая природа по сравнению с ботаническим садом. Очень здесь красиво. Не знаю, мне даже как будто здесь больше понравилось. Да, ребятки, очень круто. Очень круто. Настоящие джунгли, смотрите. Вот Джульетта тоже не удержалась, полезла вверх. Смотри, тут такой мостик. Не, ну тут вообще такое место классное. Смотрите. Это просто настоящая природа, настоящие джунгли. На самом деле, как будто ты уже где-то в другом измерении. Просто какое-то волшебное место. Смотрите.
такие местные выпечки. А? Ира подносит ближе, чтобы я хорошо сняла. Умница. Ира у нас спала, проснулась. Вот, захотели попробовать вот такие вот штучки разные. Это забыл, как называется вообще. Обязательно нужно пробовать. Потом поделимся впечатлениями. Название ничего не было написано, поэтому сейчас вот так вот не подскажем. Так, вот мы едим. Вот это как будто такой закрытый бургер. Вот котлетка, помидорчик. Кстати, вся выпечка очень свежая. Мне понравилось. конечно, да, Потому что вчера в ресторане поели. Мне, честно говоря, не понравилось, половину оставила на тарелке. Очень невкусно было. А вот это вот, ну, такие вот как раз таки их местные такие выпечки. Да, это с курицей, да? Да, это тоже с курицей. Это тоже с курицей, это с сыром. Да. Тоже сочно так все. В общем, нам нравится. Да. Вкусно. Наш последний, 7-й полноценный день в Рио мы провели в районе Санта-Тереса, пожалуй, одном из самых колоритных и атмосферных уголков города. Этот район возвышается на холме в самом сердце Рио-де-Жанейро и хранит дух старинной Бразилии. История Санта-Терезы началась еще в 19 веке, когда здесь располагались особняки и виллы богатых семей. С тех времен остались узкие извилистые улочки, вымощенные булыжником, и особый шарм архитектуры от колониальных домов до особняков в стиле арт-деко. Сюда, кстати, можно добраться на том самом желтом трамвайчике, который едет по акведуку Лапа. Но мы приехали сюда на автобусе. Даже есть мусорки в центре города, их вообще нету. Санта-Тереза всегда притягивала творческих людей. В разные годы здесь жили и работали известные художники, музыканты и писатели. Сегодня этот район называют богемным сердцем Рио. Здесь много художественных мастерских, галерей и уютных кафе. Здесь находится еще русская православная церковь. Ну а мы пошли дальше. Санта-Тереза удивляет контрастами. На одной улице можно встретить старинную церковь, например, Игреша де Санта-Тереса, давшую имя району. А буквально за углом современные арт-объекты, созданные местными художниками. Все это делает район по-настоящему уникальным местом, где старина переплетается с живым духом современности. Прогулка по Санта-Терезе стала достойным завершением нашего путешествия в Рио-де-Жанейро. Этот район словно квинтэссенция города, шумный и спокойный, старинный и современный, но всегда чарующий. Так, попробовали наконец местный такой десерт из ягод асаи. Такой освежающий, приятный вкус. Но для меня, честно говоря, немного Сладковатый? Да, сладковатый, слишком сладкий. Ну, конечно, понятное дело, его везде наверняка по-разному делают. Вот это первый, который мы, извиняюсь, попробовали. Такое фруктовое пюре, да? Да, да. Здесь, по-моему, еще бананы добавили. Да, да, бананы, еще что-то сказали, я не поняла. Вот такой булочной кафетерии заказали. Так, все регистрации мы прошли уже, и теперь просто ждем. Наше путешествие в Рио-де-Жанейро, Бразилии, заканчивается.
Ну вот и наше путешествие в Рио-де-Жанейро подошло к концу. За эти 7 дней мы увидели город во всей его красе, и, честно говоря, впечатления просто колоссальные. Но если сравнивать, нам все же ближе Буэнос-Айрес. Он спокойнее, понятнее и, можно сказать, комфортнее для жизни. А вот Рио — это другой мир. Здесь джунгли вторгаются прямо в город, горы вырастают среди кварталов, а океан постоянно напоминает о себе шумом волн. В этом есть какая-то дикая первозданная мощь, которая завораживает и немного ошеломляет. У Рио есть свои минусы, но его природа и энергия делают его совершенно уникальным. Хотелось ли бы нам вернуться сюда еще раз? Без сомнений, да.